Друзья, всем привет! Вы смотрите Team Spirit. С вами Слава Артист, Ярослав Непушка-Найденов. Сегодня у нас медиа-день. Мы наш любимый, да. Все как обычно. Мы снимаем видосики, мы фоткаемся. Как ты выспался вообще? Сегодня получше. Получше. Да. Ты позавтракал, если что? Перекусил, да. Это не завтрак. Это фигня, как будто там очень мало ассортимента. То есть, что там, я пришел, там смотрю какие-то ягоды, немножко фруктов, омлет, сосиски, котлета, какие-то тосты, какие-то булки. Напитков вообще не было, но потом напитки на выбор предложили. Ну, то есть, не сам выбираешь. Сладкого тоже особо там ничего не было вроде как. Короче, средненько было. Ну, очень мало выбора, да, очень мало. Да, смотри, минута славы у тебя. Поехали. У меня есть один прикол, смотри. Оп. Да? Да, у нас также будут сегодня хирошоты, видосики какие-то будут, интервьюшки. Короче, все мы вам покажем. Сегодня будет насыщенный день. А потом парни что будут делать? Тренироваться, готовиться, завтра уже турнир начинается. Кстати, вот видел в Liquid замену? Что скажешь вообще по этой теме? Ну, я спросил у Арата, Арат сказал, что они поменяли на такого средненького человечка. Понятное дело, где Брайл вообще играл? Ну вот, я про это и говорю. Понятное дело, что это ослабление. Но пофиг. Но они стали слабее же? Да, пофиг. Да блин, ну я не думаю об этом вообще. Ну, надо просто сыграть все. Блин, красиво. Неважно, они сильные, слабые, самые слабые. Это вот эта менталка чемпиона. Я называю ее так. Да. Это просто оппонент. Пришли с Илюшей на интервью. Вот, сейчас он будет рассказывать, как вообще жизнь его. Да? Типа я полностью всю жизнь буду рассказывать. Где я родился, где учился в школе, кстати, ходил, с кем я первый раз подрался, у кого я первый раз украл велосипед. А с кем ты первый раз подрался? С одноклассником. За что? Вообще не помню на самом деле, там вообще какая-то хуйня была. Типа просто так? Ну просто доебался, да. Пришлось драться. Подожди, ты украл велик у кого-то еще? Нет. Это ты придумал? Да. Ладно, какой самый кринжовый вопрос тебе задавали на интервью? Бля, ну, не, это не прям кринжовый, но есть типа вопросы, знаешь, как вам турнир? Как тебе турнир? Я не знаю, турнир не начался. Если бы этот вопрос спрашивали после турнира, тогда или вот как вы готовы к турниру? Надо каждый раз говорить 0, мы не готовы. Почему? Мы проиграем в сам. Почему? Потому что это тупейший вопрос. Ну не, подожди, они спрашивают про твою подготовку, да? Какую? Хорошо, смотри. Так. Если я плохо готов к турниру, я говорю, что я плохо готов к турниру, я говорю правду. Верно. И из-за этого мои противники будут думать, что я говорю правду. Или что я лгу. А если ты говоришь всегда, что ты готов хорошо, то враги будут к тебе готовиться больше. Либо они будут думать, что ты пиздишь. А ты думаешь, что враги смотрят вот эту штуку? Да, конечно, 100% каждый. Да нет, да, это просто тупой вопрос. Ты просто воздух пинаешь. А какой самый интересный вопрос был? Топ-5 Я помню, аниме. ты говорил... Топ-5 аниме? Да не, я не знаю. На самом Я помню, ты говорил, то, что интересно было в Дубае. Вас спрашивали, как вы познакомились вообще с Мирой. Ты эту историю рассказывал. Ну да, я Вот помню, это- в Риаде было прикольно. Вообще, в принципе. Типа там хорошее интервью, там Нацуми был. Нет, Цунами там был. Нацуми это игрок. Нацуми это игрок лиги. Да. И он прикольно интервьюировал. I'm from America. so- Окей, I'm from интервьюировал. Ты выспался сегодня? Не, вообще не выспался. на самом деле. Башка разрывается просто. Реально? Да. Джетлаг? Ну, я поспал, типа, сколько? Ну, типа, лол. Часа Видишь? два. Не, я поспал часов 5-6. То есть вообще не выспался. Это грустно. Да, в тильте полном. Так ты вчера выиграл игру последнюю, я помню, да? Что ты в тильте тогда? Важно не качество, а количество в плане мемов. Все, понял. Ты рассказал про классную фишку? Да. Про иллюзионистов. Да. Расскажи поподробнее немножко. Мне это Мага рассказал, кстати. Ты можешь реагрить бесконечно крипов на иллюзионисте. Ты агришь мейном, потом ты агришь иллюзии, потом ты агришь мейном. Что это вообще такое? Потом ты агришь иллюзии, потом ты агришь мейном. Что это такое? Ладно, я беру. Потом ты агришь мейном, короче, нормально. Опа, пошел. А ты не завтракал здесь в отеле? Ну, какое-то говно ебаное. Там бар. Чего настраивать пришел? Я звук. Ты звук? Ну, посмотреть вообще. Просто посмотреть, но если что, можно на этот TeamSpeak настроить. Хотя, мне кажется, он собьется 100 раз. А это сейчас на турнирах развивается? Фиг знает. Я вообще не знаю, у нас отдельный TeamSpeak или там еще кто-то будет с тех же наушников, кто-то же будет играть, настраивать тоже. Короче, ты посмотреть пришел. Да. Как тебе данный Как ты? Но здесь у Нормально ESO вроде. все довольно же похоже. Всегда вот такие эти кабинки, если их можно так назвать. Ну, такая небольшая будка. Ну, будка, да. Остановочка. Она всегда одинаковая, по большому счету. Мне кажется, столы даже всегда те же. На этом ESL только новые стулья. Уже, наверное, ты подметил, да? Да, не меньше в разы. Ты вообще сейчас в себе? Как настроение?
какой такой. Сегодня настроение не очень. Да, отстраненно чуть-чуть. Чего у тебя случилось? Поделись. Не знаю, не от чего удовольствие тут получать. Ну, типа, еда такс, пабы говно, то лагает, пакет лузер, пинг. Ну, пинг Это типа на Европе, ланыч. если ты играешь. Или вообще на Америке тоже В лагает? Америке не найти игру. В Америке никто не играл даже, не знаю. Да? Кто там Каждый играет? раз стоит сервер, Америка ни разу не нашла. Вообще ни одного. У меня тоже У меня та же тема. у меня на Европе искала 20 минут, нашла игру, на Америке нет. Анлак? Че? Я думаю, просто нет игроков. Ну, типа, если у тебя больше 10 тысяч, ты все, не можешь в доту играть. Не, ну там всё. максимум 12. Зачем вы такие максимум крутые, 12. типа, просто? Да, 15 тысяч это топ-100. Ну, практически. Это круто. Ну, это круто. Мне кажется, это вообще дефолт. Ну, для про-игрока. Извините. Вот. А у тебя сейчас какое место? Как раз только, 90-110. Варьирует сейчас. Сначала Колеблется. еще нажимал рекалибровку, попрошу заметить, на минус 400. Реально? Да, я Зачем? на 15 100 нажал калибровку, где-то 400 ПТС потерял. Сейчас опять 15. А зачем? Я хотел ПТС слить, а они толком не слились. На 400. Да даже если... Ну, короче, это такая, не знаю, какая-то ситуация странная. Ты даже не можешь слить нормально. Я сейчас проигрываю, что-то тоже не падает ПТС. Ну, я поиграю в свой аккаунт. А я на каком поиграю? Ты будешь смотреть, учиться. А как мне играть? А вот нельзя играть на смыв. Классное правило, фиксация. Сидим уже в говно. С едой очень большая беда. Почему? Вы идете туда? Да. Тогда сейчас узнаем. Сейчас проверим. Так вот, Нас предупредили. Пинг стоит, это сильно решает все. Если я еще... Если... Пиздец, ну вот. Почему вы изначально говорили, это Как- вообще фигня, пофиг. Не, 95 нормально. Это еще не такой моральный трэш. Да не, ну Но, это типа, плюс-минус на пинге терпимо. 100, 120 ты играешь, у тебя крипы не добиваются. Когда ты проигрываешь, это начинает сильно решать, скажем так. Потому что ты проигрываешь, ты мало того, что с пинками играешь, ты еще и проигрываешь. Ну, то есть, я говорю, удовольствия нечего получать. Мы пришли кушать. Надеюсь, это нормально. И Булк нас обманул. Что, протестим? Это же порой на вкус и цвет, знаешь. Да, есть такое. Но вообще, на самом деле, вот ты самый привередливый в команде, мне кажется. По еде. Я самый перевередливый. Да. Ну, типа, ты такой, блин, фу, не нравится. Ну, я же ем. Ну, тебе не нравится. Ну, блин, если бы вот я не ел, это бы роляло. А что тут? Нет, ты снимай реакцию. А что там? Чипсы снимай реакцию. Или Чипсы тут на обед? Чипсы на обед. Так нормальная тема вообще. Снимай. Моим нравится. Чем нас тут кормят? Чипсы на обед, реально. Вот он уже затестил. Макаронный салат. А сладкое что там? А там больше ничего не умеет готовить, кроме вот этого, походу. А это что? А, это пирожок с вишней? Ну, типа, да, такой Это нормально, должно быть вкусно. ягодный брауни я бы назвал. Но почему его так много? Да, почему нельзя ничего другого предложить? На первый взгляд говно. Да ладно? Как и говорили. Сейчас попробуем. Не обманули. Ну, это на первый взгляд, да, надо еще попробовать. Ну что, ну макарошки фигня, они холодные. Может, в этом прикол, понял? Ну так плохой прикол. Ну, были бы они, блин, просто макароны обычно сварили, и то лучше было бы. Ясно. Пока мы немного недовольны едой. И если могут исправить этот момент в будущем. Завтра, например. Надеюсь. Пустая бутылка воды. Возможно, его отравили. Даже... Пульса нет, он мертв. Подожди, ты пульс сейчас через спину? Я через спину, нормально. Да, видимо, он умер в Северной Каролине. Мне кажется, во всех фильмах вот так именно умирают. А, да. Когда очертания делают? Очертания, именно в такой позе. Да, он мертв. Внутри? Внутри он точно мертв. Этот парень играл 7 пабликов в доту на американском сервере. Он просто шел с ума. Ярик. Даже когда главный герой в конце фильма типа, показывает его мертвым, он глаза открыл. Или рукой так дергает. А что будешь делать? А ты что, устал немножко? А предложи альтернативное времяпрепровождение. Ну да, тоже верно. Я бы. Ну, вообще выглядит атмосферно. Ну, довольно красиво. А тут что? Это типа два папоротника интервью? Заебись, да? Съемочка. Здравствуйте, господа. Сегодня у нас немножко мольба на камне. Нормально контента навалил. Как тебе мои спецэффекты? Мне красава вообще. Мне тоже Реально кажется. молодец. Я прям, мне кажется, вжился вот в эту вот атмосферу природы. Ну, это моя стихия. Природа? Земля, огонь, да. Земля или огонь? Ну, обе. А, ты аватар. Или вода.
Не, вода не моя стихия. Огонь и земля, вот. Хочешь получать больше эмоций от игры Team Spirit? Тогда переходи в телеграм-канал команды и забирай бонус от наших друзей. Все, друзья, у нас медийная часть закончилась. Сейчас ребята будут playing pracs, наконец-то. Потому что от пабликов они уже здесь устали, как я понимаю. Эти все паблики, вот эти американские, европейские, стопинг, фу. Завтра мы играем 2 игры сразу. У нас Prevision и Liquid. С Prevision мы недавно встречались. Да. На фиссуре. Да. Выигрывали их 2-0. Вообще Да, без обыграли проблем. тогда. Без проблем вообще, как будто легкая игра была очень. Не, ну первая такая, плюс-минус нормально, во второй уже. Ну там тотальный удар. Ну да, там. Какие вообще трудности, когда вы играете с Prevision? Там, по идее, весьма сильный мидер у них. Это все Нованчик. очень много зависит именно от старта игры. Как будто. Если вначале не отдать им какого-то лишнего преимущества, допустим, 15 вот к моменту Торментора у вас, там, допустим, равная ситуация, то это уже хорошо очень. Это уже Вот так, очень хорошо, реально. да, зачастую, потому что дальше уже как будто все равно чуть легче против них играть. По макро как-то не хватает им где-то в этом плане опыта. Поэтому если игра плюс-минус равная, там на 15 минуте, там на 15 все решается уже вокруг Торментора, это как вы его обыграете, какая команда получит преимущество, собственно, после этого первого объектива. Сильно зависит. Ну, то есть, если оно, опять же, будет какое-то минимальное, не критичное никакое, то дальше просто играйте, и как будто потом уже полегче всегда. То есть, если что, если вижу на 15 минуте у вас преимущество в 3000, я могу на BetBoom долить на вас, правильно? Ну все, супер. А если я проиграю? Ну, сам виноват. Тоже верно. Все, ребята сейчас будут играть праки. После небольшая подготовочка, обсуждение, просмотр демок, может быть, да, каких-то. Да? Да, плюс-минус. А вы сегодня будете готовиться? Завтра? А Завтра времени когда нет, да, готовиться, завтра конечно. у нас матч. Ну как, и то там, я не думаю, что можно как-то даже прям плотно подготовиться. Опять же, информации мало. Так, что-то прикинем. А сложнее стало готовиться, когда не видишь пабликов теперь у противников? Ну, это определенно решает. То есть все-таки у тебя намного меньше информации, сложнее предположить, что Кого они могут тренируют, взять, да. что они там могут пикнуть. Ну, меньше информации, сложнее подготовиться. Ну, это логично. Ну и для вас тоже, в принципе. Ну, конечно, Ну да, Нам, работает. соответственно, тоже сложнее. Ну, им Вот. сложнее. И Но вам если сложнее. у нас что-то, это уже другой вопрос. А есть у вас что-то? Что-то есть. Что-то есть? Конечно. Мы что-то увидим новое, классное, прикольное, интересное на этом турнире? Ну, вряд ли прикольное, прям классно, интересное. Ну, что-то новенькое, я думаю, будет. Блин, классно, спасибо большое, ты меня обрадовал. Потому что я устал смотреть, как ты бегаешь на дом героя. Ой-ой-ой, кто тут тренируется у нас? Веселье полный рот. Пришли глянуть в лаунж после пабликов, праков. Веселье полный рот, ты сказал? Да, говорю, веселье тут просто полный рот. Тут много что есть. У меня просто глаза разрываются, ну... Чем бы заняться, так сказать, думаю, вот. Можно посидеть на стуле. Да. Можно в компе полазать. Холодильник подкрывать, позакрывать. Вот тут мы будем сидеть смотреть игры на завтра. Вот здесь вот. Вот. Ну, вообще, да, такой маленький. Ты просто в поисках чего-то хотя бы? Так, сматривать, знаешь. Можно больше сюда информации собирать, чтобы потом уже оценивать свои возможности. Это что вообще? Один удар, и ты упал. О, розовый Red Bull, кстати, как тебе? Кстати, интересно. Чистый за цвет взял, и главное sugar free, то есть no sugar. Вот. Но в целом по вкусу интересный вкус. Не пил wild berries, какие-то дикие, блять, змеи. Что-то такое. Это берете? ягоды брали. А, да? Окей, с вами обойдусь. Да нет проблем. Да, у меня А плюс английский. Максимально же? Да. А1, наверное, что такое. Да, один. Вот завтра уже официал, это, конечно, будет у нас 12 ноября, первый, Да, 2:30. Для нас в целом окей. Конечно, в обед, наверное, лучше было бы для пацанов, но нормально. Ну не, на самом деле вот под вечер как будто наоборот ребята сдуваются сильновато. Но джетлаг все равно он есть, от него никуда не денешься, и под вечер прям ребята такие уже варененькие. А если утром сыграть, я думаю наоборот. Ты сыграл, и потом дальше тренируешься. Ну, важно Проснуться, играть да. бо-2, то есть первую, если ты въебал, это похуй. Главное, что ты вторую выиграешь всегда. Конечно, если 2-0 въебал, это вообще тильт. Но если ты выиграл, например, выиграл первую, но проиграл вторую, это тогда будет хуже, нежели ты проиграл первую и выиграл вторую. То есть, если ты выиграл первую, тебе надо и вторую тогда выиграть, 100%. Ага, очень сложно, но очень интересно. Я тебя понял, что ты Ну, ты понял, потому что, ну, типа, ты такой выиграл, заебись, там, условно говоря. Нет, ну, нет какого-то тильта, но все равно какие-то мысли, бля, что я там не сделал неправильно, правильно? А, я понял, да. После побед такое тоже есть, но оно в меньшей степени, да. А что можешь сказать, когда мы вот в последнее время, на последнем турнире, выходим из группы 3-0, показываем хорошую доту, а потом вау! Происходит рофл. На первый раунд вылет? Да, чем это связано? Это связано с расслаблением, может быть.
В целом я вот реально хз. Вот просто так получается. Как будто вот ты играешь, вроде хорошо, вы играете, все получается, героев чувствуете и так далее. А потом плей-офф проходит там 2 дня, и может за эти 2 дня люди, которые там играют дальше турниры и так далее, они что-то находят, ты хоть смотришь, но до конца типа можешь не уверен в этом. И т.д. и они пикают, это тебя, например, выносит, такой, бля, как это жестко. Но реально просто какая-то глупость происходит. То есть уверенно там в победе, т.д. происходит как бы игра. А и... это вы слабее играете? Или команда, которая против вас в плей-офф заходит, они находят что-то новое и удивляют вас? Прям Как это новые вообще они не работает? находят, как будто более собраннее, подготовленнее. Ага. Хотя мы тоже вроде там играем, то есть в основном всегда у нас там есть 2 дня, мы даже там 2 дня иногда не отдыхаем. Иногда можем 1 день чисто паба и разбора, на следующий день КВ. Но в целом нет такого, что мы 2 дня ебланим. Мы играем так же, приходим, просто хуже получается. Но вот здесь не будет перерыва вообще, как я знаю. То есть вы сыграли группу, и на день у вас сразу плей-офф, что удобно, да? Вы не сможете расслабиться. Мне кажется, честно, вот я не люблю паузу. Мне кажется, вот если начал играть, до победного. Вот на ИТ был перерыв недели. Да, но там чувство, ну там непонятно, там просто надо было реально перенезмогать. Вот играть в эту игру, в доту, именно когда ты на турнире, всегда тильт играть, когда ты уже, ну, официальная игра и паблик, или даже КВ очень сильно разнятся. Даже для тебя ты не можешь с этим справиться, как бы ты не старался, потому что это другая дота, люди по-другому играть будут. Зачастую там люди, блядь, на КВ играют, и просто, ну, я в ахуе. На официалку так и не играть не будут. А вы меняете, как такой стайл на КВ или написал? Не, просто играем, как играем. То есть, ну, главное, наверное, на КВ не тильтовать там особо. Что-то важное отмечать и без тильта. Кто сильно всего тильтует на КВ у вас? Раскрой тайну. Ты? Да. Реально? Сидишь такой, мид проиграл. Каждая игра такой кол. Это мой мид. Мид-див. Ну да. Да, друзья, завтра мы играем с Paravision, с Liquid. С Paravision, в принципе, очень много уже играли. С Liquid тоже, но у Liquid замена. Ниши не будет, а будет какой-то... Да, Brawl. Такой забытый американский игрок. А ты с ним вообще встречался хоть раз? Конечно, мы с ним играли, там в Bad Boom, когда я играл еще давно, и в Spirit даже играли. Нормальный чел, обычно играет. Ну, наверное, сейчас хуже, чем. Ну, так бывает, знаешь, что ты не играешь в профессиональный дот, такой бац, камбэк, команда еще хорошая, и может быть стрельнет. Но все равно это уже другая команда будет без ниш. Друзья, а на сегодня будем заканчивать. Завтра у нас 2 тяжелые игры против Пари, против Liquid. Парни пошли готовиться и разбирать игры оппонентов. Это показывать нельзя, поэтому совсем скоро увидимся через небольшую паузу. Все в этой команде должны брать с тебя пример. Человек реально утром просыпается, ждет на еду. Потом я пишу, что типа, ну, 10 не начинайте, потому что будем уходить 10:40. И он такой, бросает я еду. пошел опять, неплохо, все. Красава. Мага, блин, нереально. Да. Он испугался, все выходит. Не держится, потому что... Ну нет, так нельзя, потому что... Сенсор? Да ничего не будет. Не бей. Это не по фэншую. Кто так вообще делает, нахуй это делать? Нет, ты просто так сделаешь и все. Как ваше настроение, Дмитрий? Настроение у меня сегодня замечательное. Но пока еще не понятно, знаешь, оно в нейтральных водах. Вот после первой карты, первой встречи с нашим любимым Аланчиком, вот, будет понятно. Ребята вчера играли праки? Да, наконец-то мы играли в праки, да. Получается, 3-й мы летели, 4-й нас кинули, Heroic, а 5-го нас все кинули абсолютно. Ну, типа... Все боятся. Наверное, надеюсь на это, надеюсь. Фокусировка идет на праках вообще. Я заметил, что ты законил не ставить паузу во время драфта. С чем это связано? Потому что враги их ставят, теперь мы пользуемся временем, которое ставят враги. Не, ну а вообще, что просто слишком долго не думали. То есть пауза не так плохо, там можно, да, что-то конкретно продумать, ответ на какого-то героя, на линию, например, и так далее. Но в последнее время, типа, иногда они там, ну, натурально 15 минут ставят. Ну, типа, ты 15 минут думаешь и так далее. Вот, и иногда в игре ты просто не успеваешь правильно додумать, какого героя взять, поэтому от пауз мы отказались, по крайней мере, сейчас. Но вчера праки прошли довольно комфортно, классно. В целом, да, результаты, ну, такие, нормальные, неплохие, ну, ничего особенного. Да, блин, праки тоже дело такое. В целом, да, не показательно. Вот, например, я тебе могу сказать честно, что те же Фальконы, та же Тундра, они очень зачастую любят проиграть прак, собирать какое-то говно на праках. Ну, опять же, извините, товарищи, друзья, но как бы по факту. Фальконы, наверное, нет, убираем. Но вот Тундра очень любят каких-то героев и собирать на них какие-то совершенно вот сратые этим билды, а потом в стаке так никогда не делают. При этом они могут КБ проиграть, грубо говоря, за 20 минут вот этими своими билдами, но на фисалке они никогда в жизни так не сделают. А зачем это? А вот хороший вопрос. У всех, видишь, видимо, своя какая-то манера подготовки. То есть, с точки зрения, может пыль в глаза пустить, а может, они просто тестят. Типа, им все равно там на луз, на вин. Да, у нас, например, команда, которая больше нацелена всегда победить. Поэтому у нас там даже если на прак идет луз, начинается там, ну вот как так? Ты-то как сам, настроение хорошее? У меня все супер, Давай я тебя поснимаю. У меня все хорошо вообще. Я немножко поранил пальчик на футболе, но в принципе сейчас нормально, спасибо. Штаты? Да, на самом деле да. Но мне роли нравятся. Тебе не нравится роль? Прям кайф вообще. Очень нравится.
Что думаешь по поводу сегодняшних врагов у Спирита? Ты вообще понимаешь, что Спирит начинает, по сути, с прямейших конкурентов? На самом деле, знаешь, что я заметил? Когда мы начинаем прям против сильных врагов играть, мы выигрываем зачастую. Почему-то. Не знаю, как это работает, серьезно. Вот мы играли против Falcons на Риаде. Мы их выиграли вообще в 2-0 в сопле. Я думаю, на самом деле, начало против сильных врагов, это, наоборот, плюс для нас. А ты что думаешь? Думал, вот я хотел спросить, а ты не думал посмотреть на это с другой стороны, что Falcons на выигрывают первые встречи? Вот. Очень много на турнире. Может быть и в этом прикол. Команды, то есть вот поэтому, например. Может быть и в этом прикол. Крокодило, бомбардиро? Бомбардира есть. Да, это есть, мне тоже. Хватит дефать! Bros, let's go! Let's fucking go. Жил до конца, умер как герой. Победа. Всегда приятная победка. Победка вообще влияет вот на... Не, нихуя не влияет. Не, ну, на позитивные какие-то эмоции перед игрой, не? Не, в папе А поражение влияет? Папень? А поражение в папе влияет? Не, на меня поражение, кстати, тоже не влияет. Мне все равно плохо, вина не Не, я знаю, на Илюху капец влияет. It's nice to meet you, bro. Thank you, sir. What do you think? AI is lovely, isn't it? What'd you guys do yesterday? День Дота. Just Dota? You guys didn't go out? It's American fast food time, baby. Go get some Chick-fil-A. No. Gotta get fat while you're here, Laurel. Oh, Jesus, Laurel. Come on, are you awake, Laurel? Look at the camera. Get hype. Hype. That was a very good faking, Laurel. Well done. Я все подъебал меня. Чё? Как всегда. Он сейчас сказал, что ты же говорил, что он типа худший игрок. А, реально? Да. Ты говорил это? Да, конечно, каждый день говорил. Чел просто решил подъебать меня. А ты что ответил мне? Я говорю, да, конечно, я это говорил. Я говорю, чел заводной. Я типа не могу с него. Too much energy. Думаешь, Энджи? А какие сейчас топ-3 лидера? Ну, типа тачки, на пар. Ну, он хорошо стоит, но это как будто у него сейчас просадка есть где-то чуть-чуть по игре. Наверное, я бы сказал по классике Малерин, окей, всегда. Не сложно, но просто он хорошо стоит. ГПК хорошо стоит всегда. И пусть будет, ну, типа все СНГ. Ну, сори. Ну, охуенно. So, boy, here we go. We're ramping back into the mid lane, though. Ember's going to rejoin the fight. 9 class takes a ton of damage from the Sanity's Eclipse, and Satanic with his rotation in. The Sprout helps Leech on that cold feet, and they will grab themselves a much bigger kill, though. Satanic, this is what we're saying. You TP in, you get focused instead, as Radon's going to claim his kill. Well, hold on. Snowball, they're going to try and close the gap. Do they have a shards? They do. Beautifully plays from Rue. They get the kill. Mid, but this is the fast teleporting natures. He's got a 3-time strength treant here. Maybe a little too far? Baiting, BKB doesn't survive with a Satanic. Really good response, though, from Spirit. And he was about to destroy Barracks if they didn't kill him right there. No one has no remnants. Yeah, we've seen him. He's been spending all of them over the last few minutes, and, well, Death Save from 9 class, trying to save him. Hold on, Ice Blast. Can they get something in return? Paravision's full retreat now. They're looking to get aggressive here, seeing if they can find anyone. Bushwhack does connect on the Ancient Apparition, but they jump onto the backside. The Yules actually dodges the spear, catches 9 class, and now with Medusa back, as well as Satanic, they're gonna just finish off Collapse. A little bit of damage is all they need. They get him. Maposhka can't really do much here. Just staring off on the back line, throws the sharpshooter like, guys, Metal pops his BKB to try and survive. Rue goes in with a nice Walrus Punch, buying some space, but now no one's turn, holding them back, letting the Nature's Prophet do the work, and with that, some diebacks going the way, and Spirit. Ну, игра как игра, не знаю. У нас Марс ДК, но мне кажется, Фурион как будто ДК тоже ебет, нет? Чуть-чуть изменил, потому что ДК мы Керри поставили, но он в аппарат. Не, у ДК просто плохая игра, ему надо через Микменшлер БКБ играть, и все. Ну, типа, медовым. Не, ну даже тот же Бис, может быть, лучше был бы, типа, он и на линии харасом, но больше к меду. Типа, она там где-то проседает, но просто как с ДК ее убить, потому что он просто не дамажит и нормально ее не может и как-то и напасть. И, ну, короче, урона нет. Мне просто не скиплерит, на самом деле. Ну, типа, у меня вот, типа, герои такие, типа, ОД, он не слишком хочет куда-то бежать, типа, он довольно медленный. Статично просто стою и все, нихуя не делаю. Бегает Сларк,
Его можно только через арену использовать. Эмбера просто тоже не поймает, Сларка не поймает, Медузу мы не убьем, Фурион вообще не видно, типа, единственный герой, типа... Ну да, Там 8 левел не шевелился 20 минут. Ну да, типа, ему вообще не надо его показывать на карте, не просто четвером бегать. ОД или Клинкс, они как будто однотипные. Оба рейндж, который прыгает Сларк, бежит Эмбер, летит Фурион. Импактит шардом ультом, его не взять, он чуть впереди. Там было бы точно проще, потому что просто урона было бы больше, я думаю. Доедался. Да, без ульты понял. Вообще, если тени на этого поменяем, будет неплохо. Илюха, Станик. Бля, Течь спрыгнул. А у нас не будет тревела, да? Нас ставят далеко. Мага ловил, и они за этот момент напали. Если этот выйдет, будет неплохо. Башер нет. Ну такое. Бля, баннер убили, да, за это время. 2-2. Как будто тени на Самтинга поменять нормально, у Самтинга все равно нет нетворса, его удара нет нетворса на Течиса. Просто какие-то, не знаю, манту что ли купить. Вот реально, просто придется манту купить, Сашвешер забрать Вейдуса манту, и чтобы манты по чуть-чуть минировать. Ну, не знаю, а за одну мину уже иллюзии не убивает. И пощекотать. Да, можно вообще смело ультить, просто пощекотать под Элдера. Вообще смело. Супер смело. Щекочется без аппарата второй вообще так себе. Ну, похуй, может, Ярик, Лимер. Просто бежать. Может, его успеем убить? Он ошибается, супер ошибается, супер ошибся. Пощекотали, и момент какой-то создался. Вот если честь как взорвать. Ой, хорош, подкопал тени на блинке. Это как-то чуть-чуть рандомно, но как же Это рандомно, но как приятно. Да. Это прям супер жестко. Он бы кстати, сразу. Он давно вообще купил, очень давно, да, Глимер поменял. Все равно пирать на позиции, как бы трудно будет. Такое чувство, Глимер нужен, чтобы просто, вот, знаешь, когда ты фармишь, чтобы тебя просто тени не солил Течис, Шторм. Не надо выйти нахуй. Не надо, не боимся. Не боимся, только вы закончились. Он, кстати, умрет от Элдера, нет? Умрет. Ебать под фонтаном, я ты что делаешь? Да не, может спокойно ломать. Пофиг Медузу, пофиг. Просто... Вообще ее может Ярик просто станет и просто мигов сделать. Ну, БКВ, по-моему, может и нет. Такой нет, сейчас Шторм будет развлекать. Ну, бля, я не знаю. Не, кстати, мы убьем. Хорошо, Там просто по троим Элдер застанил под аппарат. Ну там так получилось, что Ну, близко. писечка была у Моря, чтобы она не умерла. И в этом, подожди. Бабочку или? Это Антилион купил или Ярик бабочку купил? Я думаю, это просто... Что это за хуйня? Зачем реально Потому что Антилион убил этот волна. Не, Давай, смотри, у них 3 кора бьют с руки. Так. Логично. Промахивается. Элдер сам может нормально навалить. У него же урона Ну да, много, да. когда с духа берет. Некая все-таки логика присутствует. Мама ставит глаз. Мама стоит. Как оно, Денчик? Нормально. Че на старте так трудновато было? Ну, блин, спросил моих пацанов. Все нормально было. Вопросов больше нет. У меня все было бодро. А на первой карте там просто было как будто невозможно вообще убить Медузу, они слишком много отбирали, Медузу с Метеором, Фурион, все дела. Там какой план вообще был у вас? У меня плана не После было. драфта. Флекси ДК, Марса взять Фуриона уже сразу, ДК флексить. А вы не зафлексили его, по факту? Не, ну мы же могли на мид поставить. А что не поставили? Ну, потому что что-то в моменте ОД кол был. Ну, я ОД не колился сразу. Ну, короче, ты вообще не виноват. Ну, я ОД не хотел в этой игре. Я знал, что ОД, но я ничего не сделал. Даже я хорошо поставил там мид, но импакта нет от героя. Фуриона, Сларка, Эмбера. Ну, я понимаю, что нихуя не сделаешь. ОД должна быть игра такая, где размеренно вас не давят и фармишь. Против этих типов как будто смысла нет играть на Да, героя. да. Вот если Эрли они не могут так сильно задавить, ну потом въебут они, скорее всего. Ну сейчас они сплитили, там что-то пытались. Ну мы ловили в целом. В первой как будто просто сложно играть было из драфта. Ну как Медуза, типа ожидаемо, Сларка не ожидаем. Флексили все На еще. четверочку? А вы не знали то, что Наклай же играл на нем? Нет, ну то, что они вообще его пикают. А. Просто возьмут Сларка. Откуда ты можешь начать? Вот просто пикает, он пикает Сларка в Марса ДК. Кто знает. Странно. Вы поменялись лайнами сейчас в этой игре? Объясни, пожалуйста, для чего это было сделано? Ну, чтобы Титан в Течисе не пришел, который просто ему может пужить духа. Неприятно. Из-за этого ты такой, я буду четверкой. Ну, не что ж четверка, я скорее просто я был стакером. У меня вот такая была роль, новая роль, стакер. Типа я просто пришел к маге, ему сразу сказал, мага, я с тобой стоять толком не буду, я буду блочить смол и делать стаки на тройке. Удачи. А стаки ты делал для Денчика, не для маги даже. Ну, просто так он бы их и не зафармил, а СК быстро зафармил. У нас игра против Ликвид сейчас. Ощущение против них полегче будет. Против них всегда как-то... Это все, драться зависит. Вон челы 2 раза с Медузой играли. Хоть раз в жизни играли? Нет. Сейчас и эти тоже начнут какую-нибудь херню играть. Так что непонятно. Все, ну, это... Если у тебя, то будет трудно, да? Ну, блин, если мы не подстроимся,
не адаптируемся, не сможем выделить хороших героев в моменте, то да. Ну, короче, все от драфта зависит, как всегда. Да, ну а ты что, мы в Доту играем, Доту 2. Мы играем 10 лет в Доту 2, мне всегда все от драфта зависит, ничего не меняется. Вот если драфт удалят из Доты, я вам скажу, от драфта ничего не зависит. А как подготовка пошла вообще к лиге? Вы, в принципе, понимаете же, чем они играть? Они очень многое поменяют сейчас. Ну как мы можем это знать наверняка? Вот про Vision также можно было думать, но видишь, про Медуза, по-моему, много чего меняется. То есть видишь, тут чуть-чуть непредсказуемо сейчас, похоже, намечается ситуация. Главное в моменте не забывать то, чем мы играли, чем у нас хорошо получается, отталкиваться от своих сильных сторон. Ну и общение. Ты не забывай. Общение ключ ко всему. Ты не забывай, главное, ладно? Я стараюсь, да. Ты не забывай. Хорошо? Да, хорошо. Ты не забывай. Хорошо. Никогда не забуду. Кстати, купил бабочку, сразу закончил. На Титане бабочку купил. А, кстати, а это чтобы тебя тени убивал? Да это как? Да нет, это просто как было. Мы уже ломаем третью сторону. Я смотрю, у меня 5600 там голды или 6000 что-то. Купить до этого непонятно, что было, я не знал. А потом мне просто кто-то говорит, купи что-нибудь, кто никогда ничего не покупал на Титане. Я такой думаю, блин, что купить? Надо бабочку ебануть. И она сработала еще, ветру не скакал. Подожди, а если бы не камбэкнули? Да не, ну ты что? Невозможно было вообще? Если бы они камбэкнули, Так я бы с бабочкой я бы решился. Так я с бабочкой бы разъебал. В смысле, это же не настолько плохая шмотка, если так подумать. Я бы бегал на Ну, Титане. вообще хуёвая, давай так. У тебя что было? У тебя был глиммер, Гример, ПТ, транквилы, а 3 глимер, транквилы. Владик и бабочка. Хуёвая штука, брат. Купил бы криты какие-то, нет? Хотя бы. Не, ну нормально. Ладно, кстати, не кушай. Кстати, нам вот обед поменяли немножко. Курица. Ребят, много не наваливаем, да, играть скоро. Много не едим, много не кушаем, играть скоро, ребята. Животы, чтобы не полные были. Ну и вот ПП салатиком просто украсил все. 894 калорий. Красиво. Все, сейчас ребята покушают, и мы сразу отправляемся играть против Liquid. У нас буквально 10 минут перерыва. One-on-one situations. Meanwhile, Rue is there on the other side trying to secure this power room, but at the same time, they're going to be able to pick up the kill on Rue, and Bryle is not done yet, but a final enchant totem hit will snag the kill. Trade-off of support for Core, but they do manage to get the first blood. Laurel once more, and he'll have it too. He will get a second kill out of this matchup. Base damage. Just Boxy's going to be in trouble, rather. Boxy, he thought he can maybe pick up the kill on Laurel, but Maposhka sets up Laurel for a triple. Trying to go for a quick kill onto Laurel here. Laurel, he will activate his BKB. Now Liquid need to disengage, but Boxy, he's not able to hop out of this danger. Not too bad. Likely stuck in a Glimmer Cave, actually going in for more. Collapse hit the stomp on 2, though. And Saberlight was not able to get off a good epicenter. He's going to try and charge it up now. Hit by the Fissure and knocked down by Radon before any more ults go out. Now Mickey, he commits to the kill on Glass. Now he's man fighting up against Radon with the rest of the BKB. He will get that Aegis. TP's away. Snowball to stop him. A punch. That'll stop the TP out. And Mickey will not have the damage. And he will not have the defensive capability. Mass TP's the other side of the map. Liquid are going to find themselves not in a great position. That Burrow Strike came a little bit too early. Saberlight hit the window too early on and will quickly die for it, as will his supports. Got spooked. I mean, I can't believe Mickey and Bryle are still going after something here. They're going after Laurel. Laurel bumps himself up to the high ground. Okay, he's going to be good for now. Saberlight bought back into this game, TP'd in, and died immediately. That's a dieback for Saberlight. Mickey still holding on to his only life here inside the Wukong's command. And eventually Radon is strong enough. A double beyond godlike for Team Spirit. If that doesn't tell you everything you need to know, it's Laurel. Ты прочувствовал, да, момент, когда они самокат шли? Когда мы вниз смогли свой лес пройти, там на тройке вышел, так аккуратненько кем убил, они, в принципе, там арт поставили, стояли и ждали, дошли. А вообще нам в такой ситуации делать? Вот они просто заходят в топ и просто стоят там, пушат линию. Нам же надо в них пойти тогда, со смокают, типа, напасть? Или Мы похуй? же на мид дошли. Ты оттуда вышел, мы подошли на мид, подрались, тавер забрали. Мы же низ пропушим в это время всей командой. А потом на тебя скапили напал, мы их всех отпиздили. Да, когда ты тавер пушим. Мне кажется, нормально мы низ проходим, ты за это выходишь, потому что внизу как бы разгрузилось. Сильно просто такого игрока. Ничего,
Хотя было крипов 40, не знаю, 9, 10, 11. Не, ну он плохо стоит. Но просто пак все равно, там надо, короче, все получше делать. Именно как будто просто не добивал крипов сам. На свои даже ошибки. Шейкер чуть лучше стоит. Если пак нормальный, шейкер нормальный, то они там 50 на 50, 60 по 40, мне кажется. Нет, его не смогу вообще. Не, ну я чувствовал, у меня как бы 20-20, у него там 5 крипов, еще арбой не добил. Он как будто неправильно в начале сделал, то, что он там марку кинул на милишника, он его не добил. Я бы всех крипов задал, потому что у него арбы нет. Там, короче, тонкая грань очень. Что у шейкера все-таки 200 урона, а у пака 50. Ну, это Послабее он немножко, да? Ну, конечно, слабее, чем Ниш. Иначе с ним спорить. Че, блядь, доту профессионально не играл 2 года. Ну и до этого Ниш, не то чтобы он блистал, просто нормально. В моменте у маги жопа сгорела на Ярика. Почему? Мага говорит, у меня нет маны. Я говорит, ну в доте надо стик покупать. Говорит, мага идет фармить лесных крипов, его убивают и говорит, да блядь, нет у меня слота под стик. Не было слота под стик. Ты сгорел на Ярике? Потому что я выложил Виндвейс уже, потому что мне Виндвейс нужен был на лайне против МК. У меня там все слоты расписаны. Нет, там именно забавно было, что он ничего не ответил Ярику. Думал, пока отвечать, не отвечать, сдержаться. Но он умер на компе, на лягушках. И сказал, да нет, блядь, у меня слота под стик. In that side lane tower. Now the mid tower is almost down, and Boxy just managed to take away the arcane rune away from Laurel. Now he is probably going to die for it. Latif and Tini keep him alive. Yeah, managed to get a little bit of a barrier, and that's enough to keep him up. Disruption goes out onto Leshrac. He's going to come back into his flight. Can he survive though? Decrepify goes off, gives him a little bit distance. Bottling up. Boxy chasing after him, trying to find the Laurel. Just managed to get him inside the snowball with the tag team. They'll put him down. Still, though, Team Spirit get the better engagement. A third kill for the one Leshrac. As he is rolled back and the rest of the team. Shark bumps him a little bit farther forward. They couldn't finish them off. Job. Not right away, anyway. Radon running in some heroes. Laurel's in trouble. He cannot die. 1-1, winning the fight. Disruption goes out. Tries to buy him a little bit of time. And Pulse Nova is going out. Now the Black Hole on to 2. With nothing to stop it at the same time. He healed a lot. He's still off through all of this. Maposhka has kept him alive through the drain. And now Liquid are in a mosh pit of death at the AoE damage. Laurel just will not stop. Radon in the mix. A warp flare to push him back, but the stomp on through from Collapse. Team Spirit upsetting the odds will take down Liquid in this fight. Boxy, one final blow to try and finish up Collapse, but he should have gone for the head. He misses the shot, and Laurel walks away with their ultra. Ну что-то Пугновард поставил, Буас нажал. Все по чуть-чуть насрали. Рейденс насрал, в Райскинг Вилли родился, замедлил. Мага хорошо станы раздал. В Райскинг хотя бы лево получил, а то он был 12 лево на 23. Нет, охуенная драка, охуенная. На минуту назад. У него даже, блядь, в этом представить не у него даже стан просто был не вкачан. He didn't commit for the black hole. May still have an opportunity to do so with the warp flare. Now he's going to be able to commit, and Rue had already used the disruption. Got him inside the cart. Collapse, what a save, and now he goes back in for the kill. Snowball picked up onto Mickey. Mickey turns back around, trying to deal with Radon. Not sure who Там he wants. Тини щитом. Элеснулся щит, Тини взял щит ебаный. Маны нету Люшака просто. Блять, Эмбер просто далеко. И Люк бы его с крита убил. Он просто на этой хуйне стоит. На клиф запрыгнул. Удачная драка началась. Нихера ебаный. It really doesn't work. A force staff gets him away, and Radon is used to BKB for pretty much nothing. One swipe on a Bryle shows that even Bryle is tanky enough to stand up against that Divine Rapier. Knockout punch from Boaxy. With the snowball, not quite enough. Maposhka managed to keep him alive, but inside the pit, Laurel's already dead. Чё камбэкать не получилось? Неуязвимые фраги стали немного. Ну да. Пока даже рапиру купил, но там не помогло вообще. 1-1 сплит из бэк. Да, сейчас пока прощупываем. Но все-таки роляет то, что типа, ты не играешь долго КВшки. Мы не играли долго КВшки. Пока что этот. По паблике просто ебашили все. Пока что просто скликиваем, скажем так. У нас пару дней это... Ну, в группе есть как будто вариант. Просто главное завтра 2-0 до 0, чтобы попроще было потом. Ну, попроще должно быть. Потом. Ну да. Но в принципе у нас... Кто у нас остался? Нигма, Шопифайки и Талон. Ну да. Ну типа первый день мы играем просто в Гекте, просто скликиваемся нормально. А что не получилось камбэкнуть? Как будто близко очень было. Да вроде там у Лишака, ну как бы ВК 0 дэмэджа всю игру. Но герой просто нихуя не делал. Лишак единственный, кто пытался выиграть. Но, к сожалению, там Мэч Суэр, там Пайп нихуя не смог сделать. Да, бля, логика тупая была, на самом деле, у нас помутнение опять таблетское. Именно в драфте ошибка? Ну, я думаю, да. Ну, я, типа, говорю то, что, ну, типа, я предложил Праймова, типа, забанить. Подумал, типа, ну, они могут Праймова взять, типа, но это было еще на 18, но они взяли Эмбера, я, типа, потом думал, да, Праймов вроде есть, типа, но какие-то вы другие варианты еще не кидаете. Типа, другие варианты были, это, типа, Энигма. Я подумал, типа, ну, Энигма нормальный. Там начали обсуждать Дарсира, но Дарсир быстро был, короче, но просто стал выбор между Энигмой и Дарсиром, ой, Энигмой и Праймовым.
Друзья, мы вернулись в практис. Ребята сейчас будут играть паблики праки и делать работу над ошибками. Фил, вопрос сразу к тебе. Мы начали группу с суперсильных оппонентов в этой группе. Насколько тебе вообще это комфортно, некомфортно, или тебе лучше начать вот с более слабых таких ребят, как Нигма, там, Shopify, Billion, Talon? Нигма не пизди. Нигма претендент на плей-офф. Но они послабее же будут, чем вот остальные ребята. Без разницы, на самом деле. Нет, тебе все равно. Вот реально вопрос. Вот с более сильных начинать или с более слабых, чтобы разогнаться? Да вообще без разницы. Все равно тебе со всеми надо играть. А чтобы разогнаться? Мы разгоняемся только к плей-оффу, либо к финалу. Вот так. Ну, до финала надо идти. Вообще турнир хочется выиграть? Это Как и любой другой. Это будет твой первый кубок вообще. Круто, если выиграем. Это просто невероятно. Чем сейчас будешь заниматься? Сейчас буду играть против Дениса Ларва Сигитова в пабе в перелете в ММР на Америке. Ты ему или он тебя? Ну, обычно я ему. Не, ну я его, если я иду в мид против него, я его убиваю, а потом он выигрывает. Так обычно. Мне еще не капитан повезло. О, а у тебя возьмет? Не, у меня не возьмет. Реально не возьмет? Возьмешь? Здорово, ребята, он пишет. Возьми его. А почему тут ЦАП лобби, слышишь? А ты Дэна возьмешь? Я Фила возьму. Возьмешь Фила? Я на керри сносил за тебя. Покажи игру. Я покажу сам. Ты на керри сносил? он тебя спиздил. О, как неожиданно. Так а нахуя ему драфтить на минус? Типа дохуя. Я играл на Маги Кинге керри с Яриком и с вот этим. Угу. И протащил их просто раков. Нет, в с соло. этим покажи в конце. Это не важно. Не, вот в покажи соло меня. протащил раков на керри. Блин, красава, реально Не, респект. покажи в конце меня. Да не, всю игру фармил крипов, пока я делал все, что надо на это. Поэтому у него фрагов больше, чем у тебя? Конечно, так он только от базы убивал всех, и все, он ФК был. Не, на базе с мегакрипами, короче, стоял и просто деп. Реально? Да, вообще похуй. Ладно, ребята отправляются играть в паблики, после у них праки. Потом они будут разбирать завтрашних оппонентов. На завтра Нигма и Shopify Rebellion. Совсем скоро с вами увидимся.